Всем привет! Сегодня хочу поделиться собственной историей того, как я училась в художественной школе, потому что я заметила, в последнее время идут такие дебаты, вообще нужна художественная школа или не нужна. Люди, в принципе, разделились на два лагеря, но я, собственно говоря, когда я ходила в художественную школу, таких дебатов не было, потому что, ну да, обязательно нужно было. Но, с другой стороны, художественная школа как бы рассматривалась просто как бесплатный кружок для детей. И, собственно говоря, из-за этого меня туда и повели. Так вот, началась история с того, что, во-первых, мой дедушка художник, и я, возможно, какие-то, не знаю, проявляла таланты художественные или не проявляла. В общем, было решено меня отдать в художку, но это больше было таким как бы городским кружком, потому что это была именно городская художественная школа, бесплатная, в которую могли прийти все. Там был какой-то такой отборчик, ну, не сильно строгий, но все-таки был. И мама меня туда повела, когда я была в первом или во втором классе. И я проходила подготовительный год, наверное, это был, наверное, целый год, я точно уже не помню, но была какая-то подготовка очень длительная, после которой как бы завершалось это все каким-то то ли экзаменом, то ли смотринами, еще чем-то. В итоге, по итогам этих смотрин меня взяли в группу, но моей маме сказали о том, что я еще слишком маленькая, что они берут с определенного возраста в первый класс художественной школы, на что моя мама сказала, что как бы нет, что нужно было бы еще целый год проходить подготовительный класс, зачем это нужно, и в итоге меня оттуда забрали. Собственно говоря, вот так вот я и не закончила в первый раз художественную школу, то есть я вроде бы туда проходила, но не проходила по возрасту, и меня начали водить по всяким местным художникам, таким частным, у которых я брала уроки. Потом моя школа перешла на вторую смену. Не знаю, может быть, кто-то учился во вторую смену, но это одище адский, потому что день абсолютно разбит. Ты не можешь себя нормально скорректировать, как-то выстроить свой день, тем более, когда ты маленький ребенок, тебе еще сложнее. Плюс у меня уже тогда, я еще с 5 лет ходила на танцы, поэтому у меня уже была загруженность. В итоге это все как-то сошло на нет. Но как бы желание оставалось, это более-менее, что-то такое. В итоге, когда наступил еще и 9 класс, то, конечно же, шли разговоры о том, кем ты будешь, а куда ты поступишь, а что делать, а куда идти в 10, в 11 или уходить, или что делать. Вообще, в общем, была такая достаточно сильная паника. Тогда, кстати, ЕГЭ, конечно же, не было никакого. Вообще у нас были обычные экзамены, которые мы сдавали, поэтому нас так сильно не запугивали тем, что что-то будет страшно в конце года. Но вот именно тем, куда ты будешь поступать, что ты будешь делать, кем ты станешь, когда вырастешь, нас мучили. И мне повезло, что как раз в лето перед 9 классом я отдыхала на даче с друзей своих родителей. Там была их дочь, с которой мы очень хорошо общались, и перед этим несколько лет, в смысле летом мы провели несколько годов подряд. Вот. И она тогда на тот момент училась в этой художественной школе, но это была именно обычная городская художка. Художественная школа бесплатная для любых детей. И туда многие, на самом деле, ходили просто для общего развития. Не обязательно, что они хотели куда-то дальше. Вот моя подружка, кстати, вообще никак не хотела ничем заниматься дальше художественным, при том, что у нее был явный талант. Он до сих пор у нее остается. Она такая очень своеобразно видящая барышня. Мне очень нравилось. Она всегда писала, сейчас, к сожалению, уже бросила, очень так сочно, ярко, очень жирно, так, если какой-то такой материал. В общем, мне очень нравилось, как она это делала. Я как бы так робко спросила, можно ли я чем-нибудь поучусь. В итоге она мне давала такие, типа, частные уроки, мы просто садились, что-то рисовали, потому что на даче не было ни телевизора, было только радио, заняться было нечем. Ну, были книги, и она тогда притащила цветные карандаши, собственно говоря. Меня это затянуло, мне понравилось. Она сказала, что, в принципе, у меня неплохо получается, я легко обучаема, поэтому почему бы и не попробовать. В итоге я вернулась после дачи, мы пошли с мамой, опять с мамой пошли в художественную школу, где нам сказали, что как бы набор уже закончен, все классы укомплектованы, потому что это уже было, по сути, в конце августа. Но они посмотрели мои работы и сказали, что если кто-то откажется от своего места, то они нам первыми позвонят. И через 2 недели мне позвонили, сказали, что место освободилось в первом классе, и я туда пришла в первый класс, когда мне уже было так, было мне лет, я не помню сколько точно, но в общем в 9 классе как раз таки была.
И я начала учиться в 1 классе. Но у нас были очень разновозрастные товарищи. Я думаю, что они все равно комплектовали такой классы. Мы были не единственным, конечно же, 1 классом в этой школе. Так, чтобы более-менее по возрасту у нас очень сильно разброс, но мы все были достаточно взросленькие. То есть у нас там 8-9 лет уже не было детей. И в этом классе у меня было несколько таких талантливых очень, таких ярких, талантливых людей, которые, такое ощущение, что приходили просто для того, чтобы показать мастер-класс. Это немножко расстраивало, но мне, в принципе, очень нравился весь этот процесс, ходить в эту художку. И, кстати, по поводу того, что это была именно школа, у нас были разные предметы, то есть у нас был отдельный рисунок, отдельная живопись. Я не помню, была ли отдельная композиция, но мне кажется, была. И у нас еще была история искусств. Нам нужно было обязательно ходить. Такой был теоретический урок, где нам там рассказывали, показывали разные картинки художников, немножко архитектуры. То есть это была такая всеобъемлющая история искусств, которую я потом, кстати, в училище еще много учила дальше. Вот. В общем, училась, получается, всего 3 года. А насколько я знаю, там от 4 до 5 лет нужно учиться, чтобы полностью закончить вроде как эту художественную школу. Но из-за того, что я была уже в 9 классе, собственно говоря, 9, 10, 11 я училась, и уже после 11 я поступала в театрально-художественное, и поэтому мне уже... Я не могла чисто физически закончить, я не хотела пропускать год, да и тогда как-то не было даже мысли о том, чтобы пропустить год, чтобы доучиться в художке. Да, я последние полгода в художественной школе я немножко налегала больше, потому что мне предстоял творческий экзамен. При поступлении в театрально-художественное нужно было тоже рисунок, живопись и композицию сдавать. Я, типа готовилась, но на самом деле это мне не дало слишком много бонусов при поступлении, но это уже другая история. И в итоге, по сути, чисто технически, я так и не закончила художественную школу во 2-й раз. Мне дали, правда, письмо характеристику с оценками даже, там нам доставили какие-то оценки. Но на этом как бы все закончилось, поэтому я 2 раза поступала, 2 раза не закончила по своей инициативе, но ничуть не жалею. В принципе, за 3 года меня неплохо научили, не идеально, я думаю, я могла бы больше. Почему-то я тогда практически никак не рисовала дома. Если бы я больше развивалась самостоятельно, то я думаю, я бы достигла гораздо большего. Вот так, на этом все, мои хорошие. До следующих видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих историй. Пока-пока.